Если вы следите за миром Евровидения, то вы, наверное, знаете, что от Италии в этом году едет группа Måneskin. Но о чем поется в песне успешной и молодой римской группы, которая всего за пару лет дошла от выступлений на улицах Рима до Евровидения? Узнаем в этом видео. Ciao a tutti, меня зовут Яна, я уже больше 6 лет живу в Риме, и на этом канале собираются все любители итальянского языка и, конечно же, Италии. Мы узнаем, какой смысл несет эта песня, откроем для себя много новых и интересных выражений в итальянском языке и, конечно же, детально разберем припев, чтобы вы смогли смело подпевать исполнителям. Детальный разбор песни вы найдете в моем чате в Telegram, ссылочка будет в описании. Присоединяйтесь, там мы учим итальянский язык. Прежде чем разобраться, какой смысл несет эта песня, давайте хотя бы переведем название. Называется она «Zitti e buoni». По-итальянски «zitto» – это «молчаливый», или если мы скажем «stai zitto», это значит «молчи». В этой песне поется «state zitti», то есть «молчите», а «buono» – это значит «хороший», у него много значений, или может еще значит «послушный». В целом мы можем перевести название этой песни как «молчаливые и послушные» или «молчите и слушайтесь, и хорошо себя ведите». «Zitti e buoni». Il significato della canzone, то есть значение песни. Прежде чем от себя добавить что-либо, давайте рассмотрим, что сами исполнители говорят об этой песне. Il pezzo che portiamo si chiama Zitti e Buoni, è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica. Как сказал солист этой группы, la redenzione, это значит избавление, раскрепощение, искупление. Ну а на итальянском значение слова la redenzione это acquisizione di uno stato di libertà fisica, morale, mentale attraverso la liberazione da colpe e motivi di infelicità. То есть физическое, моральное, ментальное освобождение от всего, что может нам причинить грусть или недовольство. Другое выражение, которое использовал солист, это la voglia di spaccare il mondo con la musica. Spaccare – это значит разгромить, то есть желание разгромить весь мир их музыкой. От себя я добавлю, что, на мой взгляд, эта песня имеет такое значение. Questa canzone trasmette il senso di ribellione, la voglia di andare contro il sistema, contro le regole, contro la società che ci opprime. Другими словами, эта песня передает нам чувство сопротивления или желание идти против системы, против правил и стремление не быть тем, кем нас принуждает быть наше общество и наше окружение. Сейчас мы разберем несколько интересных слов и выражений, а в конце мы разберем припев. Вам нужно знать, что это группа родом из Рима. И в Риме существует своеобразный диалект, своеобразная манера разговаривать и укорачивать слова. Можно сказать, что римский диалект – это ленивый диалект, потому что римляне часто не хотят произносить итальянские слова полностью. Они их укорачивают, произносят половину и хватит с них. И много слов из римского диалекта встречаются именно в этой песне. Например, fra, что значит il fratello, то есть брат, а fra это как бро, братан, бро. Встречается она уже во второй строчке. Давайте прочитаем самое начало песни. Loro non sanno di che parlo, voi siete sporchi, fra di fango. Они не знают, о чем я говорю. Loro, то есть они не знают, non sanno di che parlo. Parlo это я говорю. Voi siete sporchi, fra di fango. Sporco это грязный. Voi siete sporchi, вы грязные. Вот здесь fra это бро, то есть как братан, а il fango это грязь. Вы в грязи, братан. Кстати, следующее слово из римского диалекта это la siga, что значит la sigaretta, то есть сигарета. Вы видите, как они укорачивают слова. И укорачивают они практически все. Например, если мы скажем эти, в итальянском questi, в Риме мы скажем sti. Questi portoni, sti portoni. То есть эти ворота, sti portoni. Еще одно словечко интересное. Mo. Mo это значит adesso или ora, то есть сейчас. Mo lo faccio, я сейчас это сделаю. Mo ti chiamo, я сейчас тебе позвоню. Adesso ti chiamo. E mo
И что теперь? И что теперь будем делать? Emo, che facciamo? Давайте детально разберем второй куплет. Я буду читать по несколько строчек и потом переводить. Buonasera, signore e signori, fuori l'attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Очень тут интересный текст. Buonasera – это добрый вечер. Ну, добрый вечер, signore e signori, то есть дамы и господа. Fuori l'attori. Fuori вообще-то это на улице, то есть не дома, вне, наружу, снаружи. L'attori – это актеры. Когда мы говорим fuori l'attori, можно сказать выпускайте актеров. Vi conviene toccarvi i coglioni. У нас, когда мы не хотим, чтобы случилось что-то плохое, ой, тьфу-тьфу, что мы делаем? Мы стучим по дереву. А в Италии есть два варианта. Первое, это итальянцы могут постучать по железу, как у нас по дереву. А второй вариант, это касается только мужчин. И они делают вот такой вот жест. И это как раз и значит toccarsi i coglioni. То есть это как наше тьфу-тьфу, ой, не дай бог. Vi conviene – это вам лучше или вам следует. То есть вам лучше сделать вот этот жест. Или на русский мы можем перевести как лучше вам постучать по дереву. И следующая строчка vi conviene stare zitti e buoni. То есть вам следует или вам лучше молчать, stare zitti и быть послушными. То есть вам лучше помалкивать и хорошо себя вести. Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto, tipo scalatori. Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma qui la gente è strana, tipo spacciatori. Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Qui – это здесь, la gente – это люди, да, только в итальянском это единственное число, la gente, как будто бы это единое целое, la gente è strana. Здесь люди немного странные, немного с приветом, tipo spacciatori. Lo spacciatore è colui che spaccia la droga, это тот, кто как бы нелегально продает и распространяет наркотики, lo spacciatore. Ну, здесь люди немного странные, как наркоторговцы, как-то так. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Слишком много ночей, troppe notti, stavo chiuso fuori. Я был chiuso, закрыт, fuori. Уже нам попадалось снаружи. То есть слишком много ночей я был закрыт снаружи. Mo li prendo a calci sti portoni. Узнали? Мо и сти – это наш римский диалект, да? То есть сейчас мы здесь говорим о глаголе prendere a calci, то есть пинать. Il calcio – это пинок, а prendere a calci – это начинать пинать, пинать что-либо. Il portone – это ворота, и портони – ворота. Sti portoni – эти ворота. Я сейчас как пну эти ворота. Sguardo in alto, tipo scalatori. Lo sguardo – это наш взгляд. In alto – вверх. Lo sguardo in alto tipo scalatori. Scalatore è colui che scala la montagna. Это как скалолаз, да? Scalатore. Взгляд вверх, как у скалолазов. Quindi scusa mamma se sto sempre fuori. Поэтому извини, мама, если я нахожусь постоянно где-то на улице. То есть fuori это опять же снаружи или не дома. Но прежде чем мы разберем припев, давайте разберем переход. Parla. La gente purtroppo parla. Non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla. La gente purtroppo parla. Parla – это от глагола говорить, разговаривать. Parlare. И кто у нас тут говорит? La gente. Помните, la gente – это люди. Purtroppo – это к сожалению. К сожалению, люди говорят. Non sa di che cosa parla. Они не знают, о чем они говорят. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla. Ты portare – это нести. Ты отнеси меня, portami. Dove sto a galla.
А галла это как поплавок на поверхности находится. А галла это на поверхности. Ты отнеси меня туда, где я буду на поверхности, находиться на поверхности. Che qui mi manca l'aria. Qui это здесь. Mancare это не хватать. Mi manca, мне не хватает l'aria, это воздух. Che qui mi manca l'aria, потому что здесь мне не хватает воздуха. И теперь мы разберем припев. Припев, кстати, на итальянском это il ritornello. Давайте его прочитаем, а потом будем переводить. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Здесь все очень просто. Выражение essere fuori di testa. Помните, fuori это как снаружи или вне. La testa – это голова. Ну, конечно же, это быть немного не в себе, не в своем уме, то есть быть немного сумасшедшим. Sono fuori di testa, то есть я не в своем уме, я немного ненормальный. Diverso – это не такой или другой, отличающийся. Ma diverso da loro. Loro – это они. Это вот эти люди, которые все говорят и говорят, но не знают, о чем говорят. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. Я не в своем уме, но я не такой, как они. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. И ты тоже не в своем уме, то есть не в себе, но не такая, как они. То есть ты отличаешься от них. И siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Мы не в себе или мы не в своем уме, но мы отличаемся от них. То есть мы не такие, как они. Теперь вы сможете смело подпевать во время припева и перехода этой песни. Не благодарите. Я уже говорила, что детальный разбор песни будет в моем телеграм-чате. Ссылочка в описании.